Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала. Сегодня приготовим американский хлеб для сэндвичей. В чашу миксера просеиваем 400 грамм муки. Туда же добавляем 1,5 чайной ложки соли и 2 чайные ложки сухих дрожжей. Хорошо все перемешиваем. Также этот хлеб можно замесить с помощью прессованных дрожжей. Для этого их нужно растворить в воде. В отдельной емкости соединяем 180 мл молока комнатной температуры, 80 мл воды комнатной температуры, 30 грамм растопленного сливочного масла и 2 столовые ложки меда. Сахара не добавляем. Хорошо все перемешиваем до однородности. Я буду замешивать тесто при помощи миксера. Также это тесто можно замесить вручную, смешав все ингредиенты в подходящей емкости. На замес уйдет немного больше времени. Выливаем эту жидкость к муке и замешиваем тесто. Первые 2 минуты на маленькой скорости для того, чтобы все ингредиенты перемешались. Как только ингредиенты соединятся, увеличиваем скорость до средней и замешиваем еще около 8 минут. Если вы замешиваете руками, на это у вас уйдет около 15 минут. У вас должно получиться очень мягкое, эластичное, отлипающее от стенок чаши тесто. Перекладываем тесто в смазанную маслом подходящую емкость и ставим на расстойку в теплое место на час-полтора. Американский хлеб для сэндвича выпекают в форме кирпичик. Я же буду выпекать в форме для кекса. Форму смазываем растительным маслом со всех сторон. За 1,5 часа тесто хорошо подошло. Стол слегка припыляем мукой, выкладываем тесто и руками растягиваем тесто в прямоугольник по длине вашей формы и начинаем формовать наш хлеб. Сворачиваем тесто в цилиндр, защипывая края. Затем перекладываем тесто в смазанную маслом форму швом вниз. Накрываем полотенцем или пищевой пленкой и отправляем в теплое место на расстойку еще на 1 час. Прошел час, хлебушек у нас хорошо подошел. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекаем 30-40 минут. Все зависит от особенностей вашей духовки. Проверять готовность можно деревянной шпажкой. Прошло 30 минут. Вынимаем хлеб из духовки и даем остыть ему 15 минут, не вынимая из формы. Через 15 минут наш хлеб уже немножко подостыл. Мы можем вынуть его из формы и оставить на решетке до полного остывания. Это занимает приблизительно 2,5-3 часа. И вот наш хлебушек почти совсем остыл. Давайте посмотрим, какой он в разрезе. Посмотрите, какой он мягкий, красивый, очень пористый. Просто чудо, а не хлеб. Я советую вам попробовать приготовить этот хлеб. И уверен, он вам очень понравится. А я желаю вам приятного аппетита, хорошего настроения и жду вас вновь на своем канале.